Трамп нанес первый удар по режиму, но это только разминка. В эти минуты решается судьба новой спецоперации. Пентагон уже заказали пиццу. Очередная пощечина Кремлю. Украинский флаг над городом. Воины ВСУ снова унизили Путина. 90-е, которыми россиян пугали четверть века, возвращаются. Давно забытые проблемы снова очень больно бьют по самым незащищенным. Провал признали на официальном уровне. Дмитрий Медведев кусает Дональда Трампа и обещает присоединить к России новый регион. А Владимир Путин пошел на новый рекорд, и Юрий Гагарин бы очень удивился. Аннексия Гренландии – вопрос в США вышел на новый и тревожный этап. А в Европе заговорили о создании своей общей армии. Об этих и других событиях к вечеру вторника, 13 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Трамп все-таки нанес удар по Ирану, пока не военный, а экономический. Заявление он сделал в своей соцсети True Social. С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых Соединенными Штатами Америки. Настоящее распоряжение является окончательным и обязательным к исполнению. Под удар таким образом попадают в первую очередь ключевые партнеры Тегерана – Индия, Турция и Китай. Для Пекина и Нью-Дели это особенно болезненно. Повышенные пошлины против них уже действуют, в том числе из-за закупок российской нефти. А тем временем идут разговоры о более жестких шагах. Президент США Дональд Трамп все больше склоняется к ударам по Ирану как ответу за убийство протестующих. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник в Белом доме. Решение пока не окончательное, но военный вариант уже лежит на столе. Сегодня Трамп обсудит конкретные шаги с командой по национальной безопасности. Госдеп уже призвал всех граждан США немедленно покинуть Иран. Озвученные причины – протесты усиливаются, возможны столкновения, аресты и ранения. Но такой призыв может означать и близость военной операции. В регионе замечены американские заправщики и бомбардировщики, а в Пентагоне фиксируют резкий всплеск ночных заказов еды. Точно такой же был зафиксирован перед недавним налетом на Каракас. Все это выглядит как классическое затишье перед бурей. Украинские военные влепили очередную пощечину лично Владимиру Путину. Бойцы 2-го корпуса Нацгвардии «Хартия» подняли флаг над мэрией Купянска. Флаг установила разведывательно-ударная группа 4-го батальона. Это тот самый город, о взятии которого дважды докладывали хозяину Кремля. После этого «взятия» в кавычках на окраине города появился Владимир Зеленский. Теперь флаг над горсоветом. Зачистка города от остатков российских сил, как сообщают бойцы «Хартии», продолжается. Российская армия нанесла массированный удар по Украине. Агрессор применил 25 крылатых и баллистических ракет и около 300 дронов. В пригороде Харькова целью стала почта. Погибли 4 человека, еще 6 ранены. Из-под завалов спасли 30 человек. Два чітких взрива по терміналу було, потім чути було, що шахеди знижалися і наше ПВО його збивало десь. Один збили, ми чули, а другий десь термінал прилетів. В самом Харькове дрон попал в детский санаторий. Там вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв. Под ударом россиян оказались также Киев, Одесса, Днепропетровская и Житомирская области. На Киевщине без света остались несколько сотен тысяч семей. Россия будет способна запускать ежедневно 1000 шахедов. Помните, такие прогнозы звучали летом от серьезных и авторитетных источников. Но, похоже, украинские защитники сделали многое, чтобы эти прогнозы не сбылись, и продолжают делать. Вот и этой ночью дроны посетили такое производство в Таганроге.
Целью стало предприятие «Атлант Аэро». Завод специализируется на компонентах для боевых беспилотников, систем управления и РЭП, в том числе на разработке БПЛА «Орион» и FPV-дронов. Судя по кадрам с места, удар был точным и очень чувствительным для военного производства РФ. Удар настиг оккупантов и в Макеевке. Тут целью стал склад боеприпасов российских войск. Судя по видео очевидцев, после атаки вспыхнул крупный пожар. Слышна четкая вторичная детонация. Ситуация, она крайне тяжелая. Крайне тяжелая ситуация не только в прифронтовой Белгородской области России. Медным тазом накрывает и другие регионы. В Хакасии перестали платить зарплаты бюджетникам. Как сообщает местное издание «Нота Бене», денег в региональной казне просто нет. Без выплат остались медики, сотрудники службы 112, работники культуры и колледжей. В конце декабря из-за долгов заблокировали счета почти 30 школ и детсадов. Они не могут платить за еду, тепло и электричество. Местные чиновники признают, денег не хватает даже на базовые расходы. В прошлом году дефицит регионального бюджета составил почти 5 миллиардов рублей. В новом дыра по плану вырастет до 7 миллиардов. Но началось все с обвала угольной отрасли. Экспорт на восток почти встал. Предприятия работают на 15-30% мощности или закрываются. Доходы региона от угля рухнули более чем в 7 раз по сравнению с 2022 годом. А что же случилось в том проклятом году? Бывший президент России Дмитрий Медведев тем временем беспокоится не о насущных проблемах российских регионов, а опять грезит о присоединении нового. А заодно решил снова позлить Дональда Трампа. Зампредседателя российского Совбеза посоветовал хозяину Белого дома не откладывать с аннексией Гренландии. Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все, никаких новых звездочек на стяге, а у России появится новый, уже 90-й субъект федерации. Правда, ранее Трамп уже говорил, что думает о Медведеве. Президент США называл его неудачником, который говорит глупые вещи. Однажды в ответ на очередной пост выслал к берегам России 2 атомные субмарины. После того случая Медведев на некоторое время набрал в рот воды. Но теперь нужно отдуваться за Путина. Ведь грозный хозяин Кремля никак не может собраться с ответом Вашингтону на поимку Мадуро и захват теневых танкеров. Как думаете, Путин злость копит или банально боится? Тем временем в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии. Его автор – конгрессмен Рэнди Файн. Документ прямо предлагает присоединить остров к США и дать ему статус штата. Формулировка жесткая – это знаковая мера ради национальной безопасности и сдерживания России и Китая в Арктике. Файн называет Гренландию жизненно важным активом и утверждает, кто контролирует остров, тот контролирует арктические маршруты и безопасность США. Эту линию ранее публично озвучивал и Дональд Трамп. Он заявил, если Америка не возьмет Гренландию под контроль, это сделают Москва или Пекин. В Белом доме уже подтвердили, покупка острова – один из рассматриваемых вариантов. Но есть нюанс. По данным Financial Times, разведка НАТО не видит ни российских, ни китайских кораблей или подлодок у Гренландии. Когда-то СССР открывал человечеству дорогу в космос. Теперь Россия под руководством Путина стремительно теряет эти позиции. Корпорация в прошлом году реализовала 17 пусков ракет космического назначения. Каменное лицо у вице-премьера Дениса Мантурова неспроста, ведь он знает, что это позор. Для сравнения, США сделали 181 запуск, Китай 91. Отставание в 10 раз от Штатов и более чем в 5 раз от КНР. Если не считать период пандемии, такие цифры минимум с 1961 года, со времен полета Юрия Гагарина. В 60-е, 70-е СССР запускал по 40-80 ракет в год. В 1982 поставил рекорд – 99 пусков. Сегодня почти в 6 раз меньше. Самое унизительное – Россия уже на одном уровне с Новой Зеландией. Та в 2025 тоже провела 17 пусков. Еще немного, и РФ вылетит из тройки космических лидеров. Вот такие дела. Юра, Путин умеет запускать ракеты только по Украине.
Европе нужна своя армия. С таким заявлением выступил комиссар по обороне ЕС Андрюс Кубилюс. Выступая на конференции по безопасности в Швеции, он заявил: Европе пора перестать быть набором разрозненных армий и начать сражаться как единое целое. В эту систему, по его мнению, должна входить и Великобритания. По мнению Кубилюса, общая европейская армия должна насчитывать не менее 100 тысяч человек. На фоне российской агрессии против Украины и обещаний Трампа занять Гренландию, предложения о создании вооруженных сил ЕС звучат не впервые. Буквально на днях с похожим заявлением выступил министр иностранных дел Испании. То, что происходит в Иране, это не просто протесты, это восстание. Так оценивает ситуацию Владимир Зеленський. І кожна нормальна людина на землі дуже хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є, та який приніс стільки зла, зокрема і в Україну приніс, і в інші країни. Важливо, щоб світ не упустив цей момент, коли зміни можливі. І кожен лідер, кожна країна, міжнародні організації повинні зараз включитись, допомогти людям, прибрати тих, хто винен. Высказался по поводу ситуации в Иране и канцлер Германии. Слова Фридриха Мерца прозвучали как приговор. В настоящий момент я обеспокоен новостями о растущем насилии полиции, так называемой революционной гвардии Ирана, против собственного народа. Если режим может сохранить свою власть только с помощью насилия, то с ним, по сути, покончено. Я полагаю, что сейчас мы наблюдаем последние дни и недели существования этого режима. Обычно западные политики осторожны в оценках, и, похоже, Мерц что-то знает. А в прошлом выпуске мы вам рассказывали, кто из российских губернаторов и олигархов начал резать правду матку о ситуации в стране, и о том, какое решение Зеленского не одобрили в Верховной Раде, о том, в какой любимой россиянами стране взялись за московских миллиардеров, и кто еще собирается брать на абордаж теневые танкеры по примеру США. Посмотрите, если еще не видели. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного. До встречи уже утром.